Хотел покороче, а получилось как обычно. Данное видеоруководство предназначено для системно непрошиваемых PSP 2000, то есть там 2001, 2002, 2003 и так т.д. т.п. С материнской платой TA-088V3, PSP 3000, тоже всех ревизий, PSP E1000 Street, это который урезанный бюджетный вариант с одним динамиком и без Wi-Fi модуля, и PSP Go выдвижных слайдеров, а также для прошиваемых моделей PSP 1000 толстушек и PSP 2000 с платами до TA-088 версии 3. В самом начале я расскажу об установке виртуальной прошивки, которая никак не повредит вашей приставке, то есть не нанесет вред, не сделать из нее кирпич и т.д. т.п. А дальше мы поговорим о том, как сделать уже конкретную прошивку, которая не слетает при перезагрузке или включении-выключении самой приставки. Всем привет, с вами Кэцунеку. Сегодня я бы хотел поднять тему PSP. Кстати, привет Даниле. Он знает какому. В общем, я вспомнил, что у меня имеется фатка PSP, на которой вздулся аккумулятор. У него тут все повздувалось, нахрен он весь вздулся. Ну, в общем, мне не хотелось бы тратить денежки на приобретение нового аккумулятора. Вот так выглядит моя PSP. Это фатка, 1000-я модель. Покупал ее в 2009 году. Вообще очень давно. Давайте посмотрим. А точнее 1004 модель. Вот. Ну, короче, она у меня прошитая. Можно запускать всякие игрушечки, все дела. Каталась она у меня вообще по морям, по всяким. Я ее возил с собой в Китай, на остров гоняли мы, в Таиланд. В общем, на ней можно нахрен какие-то вот, покупать битбой, там еще херню всякую. Вот самый оптимальный вариант. Здесь куча всяких можно установить эмуляторов, там геймбоя различного рода, Nintendo, там Dendy, Sega, PlayStation 1 поддержка игрушек есть. Ну, тут куча эмуляторов всяких, помимо еще на саму PSP есть достойные игрушки даже по сей день. Кстати, забыл добавить, вот здесь есть индикатор, видите, белая штучка с красными кругляшками. Этот индикатор показывает то, что приставка не поддавалась влаге, то есть ее не мочили, ее не купали. Если эти процедуры выполнялись с ней, то индикатор перекрашивается полностью в красный цвет. ОМДшка открывается здесь. Здесь даже диск какой-то стоит, по-моему, демо. Демо-диск, да, в комплекте шел. Вот, так что я тему PSP-то поднял? У меня есть PSP Slim 2000 модели, но тут все пошоркано на жопке у нее. Давайте, как она там открывается, вскроем. Кстати, аккумулятор не подходит от Slim к FAT, так что глупые вопросы мне не говорите, типа, а хули ты, а что ты не поменяешь эти аккумуляторы? Потому что от фатки лезет, а от слимки он не залезет там. Давайте покажу даже. Потому что я, кстати, флешку, эти слимки прошивал чудо-батарейкой Пандорой. Я делал на фатке Пандору. Вот, видите? Тупо не лезет туда. Вот, как только туда не толкай. О, смотрите, залез. А, ну тут все равно он мешается. Вот здесь он не сел полностью, она не включится. Да, она не включается. Не контачит, в общем. Чем не запиховывается он туда. Я уж пробовал. По-всякому. Да, кстати, хранить вздувшиеся аккумуляторы опасно. Лучше их выкидывать, они могут, не дай бог, еще взорваться, или вытечет кислота, и в глаза он попадет, разъест нахрен все. Или дети съедят. Вот, смотрите. Это 2008 модель.
Дата-код у нее 7D, и вот ее на серийный номер ее. Правильно говорить, ее. Здесь вы видите индикатор также в отличном состоянии, ее не мочили, ничего не купали нигде. Енот полоском тоже к ней не приближался даже. Все окейно. Приставка не прошитая, поэтому, ну, сами понимаете, аккумулятор на фатке у меня вздулся. Хочу эту прошить. Она не прошитая. Что нам нужно первым делом знать перед тем, как прошить нашу PSP? Это, конечно, нужно узнать, какая она у нас модель. Номер модели я вам показывал. Вот даже написано модель там такая-то. Вот. Теперь мы знаем, что у нас PSP 2008. Это хорошо уже. Вставляем аккумулятор назад. И все это дело закрываем. Так, переходим на компьютер. На компьютере все ссылочки я оставлю в описании. Вот как определить модель PSP. Я не знаю, какая у меня модель. Вот здесь, кстати, ни хрена не понял. Так, ну мы свою модель определили. А если вы не знаете, как определить, или что-то вы не поняли, вот переходим по этой ссылке. Я там оставлю под видео в описании. Вот PSP 1000, там вот написано классик, старая фатка, толстая, толстушка, 1000-я там. Открываете вот фотографии, ее признаки, нажимаете, смотрите, вот динамики у нее внизу, у фатки, у слимки, у PSP 2000 наверху. Потом есть PSP 3000, там, по-моему, дисплейчик покруче. Кнопочки кругленькие, Select Start, в отличие от вот этих полукруглых. И вместо кнопки Home кнопка PS, логотип точнее. Вот. И PSP N1000. Вот, кстати, Данилка мне ее показывал. Но я подумал, вообще выглядит она... А, нет, это Go, PSP Go. Сорямбас. Это вообще слайдер тоже, по-моему, ну, как по мне, так вообще говнище полнейшее. Уродство какое-то в плане стиля, там, дизайна, блин, не знаю. Кому как. На вкус и цвет фломастеры разные. Вот, PSP E1000, точнее, i1000. Почти как T1000. Вот это полное, вообще, на первый взгляд, это полная китайщина. Смотрите, динамик 1. И кнопки типа сенсорные, но они, по-моему, кнопки. Я точно не знаю. Данилка в комментарии, может быть, отпишется, скажет. Но, как мне показалось, я думал, ну, обманывает человек меня, типа, это вообще китайская херня, не может Sony делать такую дичь. Ну, реально, пластик. Я не знаю, это new поколение, типа, новые модели, ну, вообще говнище полное по сравнению с, ну, Go еще как-то. Не знаю, это тоже уродство какое-то, не знаю. Вот слимка и фатка более такие нормальные модельки. Кстати, от фатки она тяжелее. У меня вот, кстати, от продолжительной игры там бывает по 3-4 часа играешь, вот так лежа. Ну или сидя, там руки не имеют, кстати. Что тяжелое, неудобно немного. А может от старости уже. Ну ладно. В общем, мы, не смотрите на 585 вкладок наверху у меня здесь. Определились с моделью, да. Теперь нам нужна таблица, по которой мы можем проверить, а прошивается ли наша PSP или нет, бляха-муха. Да-да-да. А вот она, таблица с дата-кодом. Помните, я вам показывал там... Сейчас перейдем, еще раз покажу. Так, перейдем на камеру. А дата-код находится вот здесь, то есть это 7D. Модель PSP 2008. Так, переходим плавно на компьютер. Теперь, как пользоваться этой таблицей? Смотрим, модели. PSP FAT. FAT это толстая, Slim это тонкая. Go там, ну, соответственно, да, вот они тут пишут Go, Bright, я хер его знает, эта модель. Вот Go, Street, улица какая-то, хер поймешь. В общем, смотрите. Конкретно по этой модели. Вот дата-код. У нас PSP 2000X, это типа там 2001, 2002, 2003, там вся фигня. У нас дата-код 7D. Вот он, дата-код. Значит, у нас материнская плата 0.85V1, то есть TA. Все, вот это нам нужно было узнать, вот эту материнскую плату. Дальше идем выбирать прошивку. В общем, я иду таким
способом, не то что вот бывает люди какую-нибудь там универсальную прошивку скачивают и потом с ней мучаются, и там каждый раз надо при включении приставки активировать, что-то загрузчики, хующики, всякая лабудень, короче. Ну, кто боится там из приставки сделать кирпич, а реально можно так сделать, и потом гвозди в саморезы, в бетон потом забивать можно использовать как молоток, на другое она больше не предназначена будет. Поэтому мы пойдем более логичным и практичным путем. Узнали мы свою модель материнской платы. Идем в прошивочки. Прошивочки у нас на данный момент это 6.6.0 Pro C2. Но есть 61, но вроде как на нее мало всяких программ. Ну, то есть Homebrew — это программа дополнительная, там читалки комиксов, книг. Ну и вообще поддержка там, типа эмуляторы тоже есть. Они тоже относятся к Homebrew, типа, ну, стороннему программному обеспечению, так сказать. И, соответственно, всякие различного рода плагины, там, темы кастомные, классненькие, всякая, короче, фишечка. Ну, я давно в эту тему не залазил. Кто в Курске, может меня поправить в комментариях. Может быть, и на 6.61 что-то годное имеется. Но я предлагаю вам ставить не именно эту кастомную прошивку, а вот эту кастомную прошивку для девочек. То есть она наиболее такая лайтовая в плане установки, плюс она укомплектована этими стандартными плагинами. Общее сведения, что туда впихунули, смотрите, программу PS Ident, короче, для определения модели материнской платы. PopsLoader — это поддержка PSX игр, то есть на PlayStation 1. Ну, он как бы дополнительно идет. Если они у вас плохо поддерживаются, то запускается этот плагин. Вот, плагин PRX Shoot PNG Modbu. Ну, короче, это понятно, что можно делать скриншоты в PSP. Ну и плагин XMB. Изменение интерфейса, меню и поддержка тем. Вот, игрушка Tetris для примера. И вот Homebrew, то есть стороннее приложение в виде игры 15 Puzzle для примера также. Вот она легка в установке. Давайте я, наверное, ее и вам покажу. А себе потом поставлю нормальную. Ну, для начала тут, короче, идете вниз, скачиваете вот этот файлик, потом вот этот файлик и вот этот. Но для того, чтобы все это отображалось, по-моему, картиночки тоже отображаться у вас не будут. Для этого нужно вам пройти и зарегистрироваться. Где-то здесь будет кнопочка. Вот, а потом скачиваете. Когда скачаете, возвращайтесь. А, кстати, еще, да, одна штука очень немаловажная. Аккумулятор вашей PSP должен быть заряжен не ниже 78%. Вот такие вот дела. Сейчас я вам покажу, где посмотреть уровень заряда. Иначе у вас не получится производить дальнейшие действия. Так, предположим, что вы все скачали. Включаем нашу PSP. Так, я тут поставил темную тему, чтобы вам было лучше видно текст. Переходим на настройки системы и сведения о батарее. Смотрим, у меня 100%, но можете воткнуть зарядное устройство, если меньше. По-моему, с ним тоже можно все проводить манипуляции. Просто если будет ниже 78%, у вас не будет обновляться прошивка. Скажет система: хочу больше энергии. Вот. И смотрите, чтобы задний отсек аккумулятора был закрытый, чтобы он не вывалился, а то будет брик, кирпич. Ну, может, можно будет откатиться с помощью Пандоры, батарейки и флешки. Ну, это не точно. Что мы делаем? Мы делаем дальнейшие действия, манипуляции. Берем вот этот USB и толкаем ей вот туда, в башку, прям сверху. У меня стоит автоматическое определение. У меня сразу все, короче, включается, все по фэншую. Но если у вас такого нету, то вот переходите в настройки. Переходите в настройки. Здесь вот соединение по USB. Жмете крестик. Все. Ложим ее. Ну перед тем, как это сделать, настройки системы и перейти на
Форматирование карты. Memory Stick. Да, нажимаете. Но учтите, что там все удалится нахрен. Поэтому... У меня, кстати, там были 2 фоточки. Ну да ладно. Вот, нажимаем. USB. Все, слышали звук. Переходим на компьютер. Трулум, и мы уже на компьютере. Магия монтажа рулит. Вот эти у нас 3 файлика, которые мы скачали по ссылочке, которая будет в описании под видео. Вот, запускаем вот этот инсталлер. Нажимаем ОК. Вот, карта памяти у нас все определилось, уже все правильно, да, смотрим H, да, вот тут вот все папочки уже созданы. Можете нажать «Почитать о программе», здесь состав сборки, и потом вот как пользоваться, еще более подробная инструкция. Тут все написано, как подключить, как зафигачить. Вот этот файлик MD5 нужен для того, чтобы проверить контрольную сумму этого скачанного обновления, то есть файла с обновлением. Если вы какой-нибудь файл обновления кривой скачаете или недокачанный, там какие-то данные будут отсутствовать, вы также можете повредить свою PlayStation Portable. Нажимаем «Записать комплект на карту», Memory Stick, и ждем. 2 часа, наверное, примерно придется ждать. Шутка, юмор. Кстати, он там копирует дополнительные софтины какие-то, да? Вот этот ID софт какой-то. Вот. PSP-идентификатор, короче, для определения вашей материнской платы. Но мы-то уже узнали, какая у нас материнская плата. А зачем это нам знать? Затем, что мы будем ставить задел кронштейн свой. Неслетаемую прошивку. То есть вам каждый раз не нужен будет вот этот геморрой, с активацией, там, приставка уснула, там, в спящий режим перешла, и хоп, прошивка слетела там, или вы ее выключили, включаете, и опять надо какую-то херню запускать, которую ее перезагружает. Головняк какой-то. Нахер он вообще нужен? У меня фатка так работает. Включил и поехал, понеслась. Все, нам сказали там окей, на все было внизу написано, кстати, как там правильно пишется. Вот, должно по окончании, внизу сообщение «Поздравляем, готово». Нажимаете «Закрыть». Это, в принципе, можете не закрывать. Здесь можно открыть кнопочку, нажать «Как пользоваться», и вот по вот этим пунктам постепенно будете проходить на самой приставке. А мы переходим на приставку. Так, режим USB отключаем, шнурок вытягиваем, нахрен он нам не нужен уже, чтобы не мешался. Кстати, мы забыли посмотреть, какая у нас версия прошивки. Это находится в системе. Смотрим сведения системы. В данный момент у меня 6.31, а мы будем устанавливать 6.60. Что же делать? Нам нужно для того, чтобы апнуться на прошивочку ломаную, кастомную, нам нужно обновиться до официальной прошивки. Поэтому выбираем вкладочку «Игры», Memory Stick, да, видите? И выходим обновление PSP версии 6.0. Нажимаем крестик. И ждем, соответственно, чего? Ждем, да. Тут смотрим, индикация моргает. То есть идет подгрузочка с карты памяти. Кстати, где? Wi-Fi-ка сверху включается, а на фатке сверху где-то было. Мне сбоку вот здесь было. Так, что мы видим? Опять этот зеленый противный экран, на котором ни хрена не видно будет текст. Попробую сделать вот таким способом. Вроде что-то видать. Нажимаем запуск. Тут сейчас всякие лицензионные соглашения будут, всякая лабудень. Нажимаем вправо, там, принимаю. И нажимаем X. Все, поперло. Обновление, надо ждать. Будем ждать. Весь процесс-то я вам показывать не буду, наверное, сколько оно там пройдет. Сейчас засеку, сейчас 43 минуты. Как установится, включусь и скажу, сколько прошло. Так, все готово, прошло всего лишь 3 минуты. Нажимаем X. Типа X. Она у нас перезагрузится и включится. Вот все эти индикаторы, все горят.
Все окей, не бойтесь, не ссыте в штаны, все нормально будет. Все загрузилось. Переходим в настройки системы, смотрим, какая у нас там прошивочка в самый низ. Потом вот сведения о системе. Как видим, 6.60. То есть 6.60. Все окей, идем дальше. После того, как мы обновились, заходим в меню «Игра» и выбираем вот это 6.60 Pro Mod-C VCFV. То есть Custom Firmware. Вы не знаете, что такое? Нажимаем крестик, не боимся. Это, короче, у нас устанавливается на данный момент виртуальная прошивка. То есть она загружается в кэш и сидит там в памяти, короче. При перезагрузке приставки у вас слетает прошивочка. Но я дальше покажу вам, как сделать, чтобы она так не слетала. И она, короче, как бы вот эта виртуальная прошивка подходит ко всем моделям, которые с прошивкой 6.60. Такие вот штуки. Так, фокус, где фокус? Загрузились. Тут, короче, нам нужно нажать тупо крестик. Вот нажмите крест для запуска CFV, точнее W. Нажмите треугольник. Это Uninstall. Удалить. Кастомную прошивку зажмите L для переустановки и R для выхода. Нажимаем крест. И процесс пошел. Все, нажмите X для старта кастомной прошивки. Все, приставка пошла на перезагрузку. Все, она у нас перезагрузилась. Смотрим, заходим в настройки системы. Смотрим сведения системы, предпоследняя строчка. Установленное ПО 6.60 Pro Mod, короче, C. Все. Для того, чтобы проверить, установилось ли у нас все правильно, заходим на карту памяти. И помните, у нас тут вот 15 пазл, тут и Тетрис Минис. Давайте Тетрис запустим для проверочки. Видим, индикация у нас загружается, карта памяти. Power горит. Все четенько. Все, логотип EA. Громкости добавляем. Все, тут как бы лого пошло, да. Ну давайте удостоверимся все-таки там. Не знаю, что она не хочет. Everyone. ESRB. Press cross button. Давай, нажимаю крестик. Что-то, слушайте, вообще тихо играет. Поднесу. Play, короче. Level 1. Ну все, видим, короче, все у нас работает. Теперь смотрите фишечку. Я нажимаю ползунок питания вверх. Держу его 5 секунд примерно. Почему не отключается консоль? Ну давайте выйдем из игры. Так, я вышел из игры. Как там она? Правильно же делаю. Нажимаю вверх. Все, 5 секунд. Все, у нас отключилась приставка. Передергиваем ползунок вверх разочек. Да, чтобы включить. О, слушайте, нет, она у нас в режим ожидания ушла. Она отключаться должна. Но у меня тут что-то рычажок, видимо, барахлит. Приставка такая замызганная, заюзанная, видавшая виды консоль. Видите, мигает светодиод, значит, она переходит в режим ожидания. Вот, наконец-то, по ходу дела она сейчас выключилась. Сейчас мы проверим. Да, она выключилась, вот сейчас включилась. Капздец, короче. Но это дело второстепенно. Я вам покажу потом, как с этим бороться можно на программном уровне.
все, прошивка у нас слетела после того, как мы выключили консоль. Проверяем, смотрите. Ну вот, что-то у нас там... О, куда подевался Тетрис? Тетриса нету. Но есть Homebrew, пазл. Написано: запуск игры невозможен, данные повреждены. Для того, чтобы активировать опять эту виртуальную прошивку, переходим в параметр музыка и Sense Me Channels. Нажимаем. И там она у нас сейчас загрузит типа Channels Sense Me, который называется, но по факту она тупо подгрузит эту виртуальную прошивку. И так нужно будет делать каждый раз при включении консоли. Поэтому переводите ее в спящий режим, чтобы не было такого. В общем, как ее отключать, если у вас рычажок барахлит? Нажимаем кнопку Select. Открывается этот VSH меню. Собственно, вот эта менюшка. Короче, менюху что-то вообще хреново видно. 5-й снизу режим будет режим выключения приставки. То есть его нажимаем, и приставка у нас выключается. Вот, все. Все, нажимаем кнопку «Включить». Приставка запустилась. Это для тех, у кого не прошивашки. То есть вот такой вот геморрой каждый раз эту херню запускать. Но я этого не хочу. Поэтому мы переходим на компьютер. Подключаем шнур. У меня там, помните, стоит автоматическое соединение. Вот он сейчас сам с компом сопряжает. Ну, короче, как подключает карту памяти. Кстати, если у вас была PlayStation Go, то вам нужно вот было выполнить еще вот этот пункт перед тем, как установить прошивку. Вот. И что еще хотелось отметить. Вот по поводу PSP i1000. Она, оказывается, версия-то урезанная. Это бюджетный вариант. Она с одним динамиком комплектуется, ну, поставляется. И с вырезанным Wi-Fi модулем. Раньше считали, прикиньте, это плюсом, потому что вы, типа, случайно не обновитесь на официальную прошивку. Угу. То есть вырезанный Wi-Fi это плюс. Норм. Ну да ладно, давайте не будем о грустном. Переходим к следующему. Да что ж такое, кнопочками-то лучше. Вкладок 585 штук. К следующему пункту. Шагу number 3. Это у нас CIPL флешер, только для прошиваемых. То есть, короче, ну мы же сейчас знаем, что у нас модель материнской платы TA85 версия 3, да? Ой, версия 1. Вот я ее тут подчеркнул, так сказать. 0.85, да, версия 1. То есть все версии до 0.88 версия 3. Короче, на них можно поставить нормальную кастомную прошивку, которая не будет слетать. То есть это для PSP 1000 тысячных консолей и PSP 2000-х. Ну, может быть, еще какой-то для 3000-х есть Go, я в подробности не вдавался. Сейчас речь идет о, ну, в принципе, данных моделях, да, диапазон именно 1000-х и 2000-х PSP. Они, в принципе, самые такие ходовые. Хотя у 3000-х тоже там экран хоть и лучше был, там, по-моему, какие-то горизонтальные полосы были или что. Я уж толком не помню, сколько лет уже прошло. Я раньше по этим PSP-хам вообще угорал, всю инфу знал, так сказать. Сейчас они уже как бы из моды вышли, но все равно люди. У меня даже на работе парнишки молодые, смотрю, сидят в PSP рубятся. Ни хрена, думаю. Я говорю, нахрен вы деньги потратили, купили бы лучше PS Vita себе. Я говорю, там сенсорный экран и все дела. Сзади тоже сенсор на жопке у нее. Удобно юзать. Да не суть, короче. На чем это я? Да, скачиваем вот этот вот файлик. Скидываем его в нашу любимую папочку. Вот он, архивчик. Открываем вот этот CPL флешер, точнее CIPL. Переходим вот этот наш USB накопитель, который флешка на PSP. Как там, не memory stick, а
Или memory stick? Да, memory stick. Карта памяти. В общем, идем в PSP Game. И кидаем это все сюда. Оба. Тут, кстати, даже вот написано где-то есть. Да, вот. Карта памяти, PSP Game. Не туда смотрим, смотрим сюда. В контачетку-то там что-то контачит. Так, переходим на PSP. Магия монтажа. Трулулум. Нажимаем кнопочку. Мы уже в PSP. Откидываем. Теперь я не помню, я запускал, нет, но еще раз повторюсь, чтобы активировать виртуальную прошивочку, нажимаем параметр музыка, вот это вот сердечко там расколото, типа фавориты там какие-то избранное, что-то непонятное. И давай. Подгружается наша кастомка виртуальная, которая в кэше падла сидит, занимает место лишнее. Блин, лучше плагин на сохранение где угодно поставить, пусть лучше так будет. Так, тут у нас должен Тетрис появиться. Да, вот и появился Тетрис. И появилась вот эта вот штука. Так, кстати, можно для особо ленивых, которые не хочет запариваться с всякими таблицами, хреницами, посмотреть версию своей материнской платы, можно запустить PSP ID INT, короче, 0.75. Запускаем, посмотрим вообще, как она работает, эта программка, и насколько она полезная. Вот они все вот эти секретные данные. Не знаю, видно вам будет или нет. Короче, вот смотрите, можно сохранить скриншот, если нажмите круг. Здесь у нас написано внизу, что возможно установка Custom Firmware, да, на базе IPL. И вот она, наша материнская плата TA 0.85, версия 2. Все совпадает. То есть не надо было там юзать эти таблицы, запустили программку, как мажорчики, посмотрели, чтобы там свои ногти не поломать на жопе. Ну да ладно. Что-то херню какую-то сказал. Ладно. Нажимаем круг, сохраняем скриншотик, он вот так вот делается. Для выхода что нужно нажать? Нажмите крестик, для выхода нам советует зеленая надпись. Все, мы вышли. Ну, теперь уже конкретненько запускаем вот этот 6.6 промо-мод SCIPL. Но прикол в том, что вот эти вот обновления и вот это вот можно уже вот таким способом, треугольничек нажимаете и удалить. Кнопочку жмете, хлобысь, оно все удаляется. Вам там, правда, плохо все это видно. Тут экранчик такой кошерный, все отсвечивает. Вот это тоже обновление. Также мы удаляем, оно нам не понадобится вообще. Все, вот эту вот штуку нажимаем, жмем крестик. Тут нам говорят, нажмите Art, чтобы отменить, либо крестик, чтобы продолжить. Там запись во флеш произойдет, это произойдет быстренько. Говорят, что перезапуск будет через 5 секунд. Установка завершена. Ну все, она у нас перезагрузилась. И по идее, нам теперь не нужно будет вот этот параметр запускать из раздела музыки. Sense Me Channels. Вот, давайте проверим. Тетрис, эта вся херня отображается. Это тоже можно, по-моему, удалить, да? Поэтому мы проверяем. Я буду через кнопочку Home, ну вот это VSH меню перезагружаться. Здесь тоже есть режим перезагрузить. Короче, вам там плохо видно, я понимаю. Ну, все, блин, все отсвечивает. А вообще нужно было выключить и включить консоль. Ну-ка, смотрим. Все, да, вот Тетрис, эта херня у нас есть, игрушки есть у нас. То есть прошивка прошла успешно. Можно даже зайти в настройки системы и глянуть сведения о системе. Видим мы тут PO 6.60, ProMod C. Давайте я сейчас выключу консоль. Вот, выключаю. Теперь включаю.
И смотрим. Все у нас сразу работает при включении. Нажимаем этот. Давайте запустим Tetris Minis игрушку. Все отлично работает, не надо вот эту вот херню запускать в параметре, музыка там и все. Игры скидывать. А я сейчас покажу, давайте сейчас игрушку какую-нибудь закину. Давайте выйдем кнопочкой Home. Yes, of course, перейдем на компьютер. Так, здесь у меня есть много всяких игрушков. UMD образы тут, фильмы, всякая херня. Вот меня интересует DJ Max Portable. Офигенная, короче, ритм-игрушка. DJ Max, Black Square, Черный квадрат не то. Я вот не помню, тут какой-то офигенный был. По-моему, вот International Version и вторая, по-моему, крутые были. Формат CSO, это формат сжатый, они не всегда корректно работают. Поэтому иногда приходится распаковывать в ISO, то есть ISO. Сколько будет копироваться? 3 минутки. Давайте я пока остановлю и вернусь, когда мы уже закачаем ее. А пока у нас тут перекачивается игрушка. Кстати, вот в этом приложении нажимаете «Как пользоваться», и здесь есть вообще подробная информация о возможностях. То есть после активации кастомной прошивки сразу вам будут доступны следующие функции. Тут, кстати, установлен, активирован плагин скриншотов. Можно будет делать зажатием L плюс Select. Я так понял, в играх, да? В PlayStation 1 играх, и либо в каких-то приложениях, обновлениях кнопкой нотка. То есть это отключение звука. У вас уже установлены и активированы плагин тем. Кстати, темы там можно, по-моему, тоже выбрать. Давайте сейчас попозже чуть глянем. Установлен, активирован плагин эмуляции PlayStation. Тут, кстати, написано, что он нужен для запуска проблемных игр. Вот, запускать проблемные PSX игры с возможностью выбора ядра. Вот такая вот штука. Это нужно удерживать R при запуске игры на PlayStation. Вот, даже можно по ссылочке скачать образы уже подготовленные, да, какие-то. Ну, кстати, давайте мы какой-нибудь образ PlayStation первой игрушки закинем. Так, можете сами устанавливать плагины. Но это я вообще как бы в курсе еще. Кто не в курсе, да, можете поюзать. Здесь, кстати, на сайте есть разделы там с плагинами. Здесь вот за PlayStation PSP нажимаете, переходите и смотрите. Тут вон всякой фигни. Различные инструкции, горячие линии, вон есть русификация игр, вон софт, хакинг, эмуляторы, всякие плагины. Вот в плагины заходите, тюнинг, ну это самому модернизировать приставку можно было, я помню, там тоже хотел себе насверлить дырок в правых шифтах, там поставить светодиоды, вытащить UMD диск, там вентилятор, динамик запендюрить. Короче, там куча всякого моддинга есть. Вот, универсальный чит-девайс, короче, тут. Вот мне интересно просто, вот, Save Game. Возможность покопаться в сейвах. Нет, а было такой плагин, что можно, типа, как сохраняться в любой момент игры. Типа Quick Save, быстрого сейва, вот такая штука. Вот, сохранение и загрузка игры на любом этапе. Во. Он просто на толстушку не идет, на фатку, потому что там чего-то какой-то памяти, по-моему, меньше, что ли, на PSP Slim. Больше ее, поэтому этот плагин работает только на PSP Slim. И у нее еще есть, на PSP 1000 не работает. Свыше 1000 работает, на 3000 тоже, там, Go, не знаю. И на вот этой 2000 еще есть приколюшка, можно выводить изображение на телевизор компонентным выходом. Не путайте с композитом. Или наоборот. Короче, как-то так. Не по аудио-видео, там, идет тюльпан 4 или 5 этот контактный разъемами, тюльпанами. Да, там 3 идут цвета и 2 канала аудио, типа RGB. Вот, кстати, тоже Remote Joy Lite. Изображение с экрана PSP на экран монитора. Я, кстати, свою толстушку так делал. Подключаешь по обычному кабелю USB-шному, и через эту программку PSP у тебя как бы получается как джойстик проводной. И играешь прямо на мониторе.
Ну, прикольно. Ну, то есть самую программку эту растягиваешь. Можно видео также захватывать. Ну, прикольная штука. А вот тоже у меня такой стоял MP3 плеер. Типа слушаем музыку и играем на... Ну, то есть можно было включать свою музыку, она играла в фоне, и играть в свои любимые игрушки, к примеру, да. Там, по-моему, какие-то горячие кнопки еще были, можно было переключаться. Так, ну это что касательно плагинов, да. Ну, здесь это типа предустановленные игрушки, это все понятно. Вот настройка VSH и Recovery меню, Recovery. Здесь вы все можете почитать. Здесь самая, что прикольная штука, это... вот драйвер ISO No UMD. Там что-то M32, там Sony и Infinite какой-то, что-то выбирать можно. M33. Ну вот режим ожидания, перезагрузка, сброс меню, ну вся фигня. Ну вот скрытое VSH меню. Скрытие, чтобы дети, короче, не включили вам по USB, когда к USB подключаешься, у вас съемное устройство определяется как карта памяти, но может такое быть, что детишки понатыкают в этом VSH меню и сделают, короче, память консоли флеш откроется, и такие подумают, что за херня, возьмут, форматнут, и все, и у вас вуаля, кирпич получается. Здесь описано, как его скрыть. Вот, что часто встречающиеся термины, ну, это все понятно, карта памяти, это XMB, стандартное меню PSP, Custom Firmware, KTF, ну, это темы, Homebrew приложения, ISO, CSO, в общем, такая вот штука. Так, что там все скачалось, да, у нас, давайте скачаем PlayStation 1, у меня есть такое. Игрушки, ну, к примеру, какую-нибудь ISO-шку. Resident Evil 1. ISO, сколько? 600. Сколько памяти? 2 гига. 4-гигабайтная флеха у меня. Тетрис в жопу. Ну, сюда можно папки... ISO видео. Образы фильмов скидывать. Ну, тоже специальные идут под PSP. И в папке PSP Games. Где же? Лежат пятнашки. Вот он, пазл говенный. Мы его тоже убираем. Это, в принципе, PSP Ident. Ну, хотя можно было из-под самой приставки удалить. Так, темы. Вот они, темы. Skull Candy, какой-то конфетный череп, оригинальная, и Universal Red Darkness. Вот какие-то вот эти вот две темы. Вообще темы классные есть, то есть там прям когда все иконки меняются, не просто там задники с картиночками, даже звуки разные там, ну прикольная штука. Мне прикалывала раньше тема такая, что когда загружается приставка и появляется вот эта надпись Sony, надо было, Sony PSP, она была немножко по-другому сделана, такая покрупнее, и там прям по-японски девушка так приятным голосом говорила, там что-то Sony PlayStation Portable. Вообще прям тащился от этого фигни. Но фишка в том, что вот эти темы поддерживаются только на определенных прошивках. То есть если поменяешь прошивку, она уже работать не будет. Там, я помню, как-то конвертировали мы их, там мудрили все, крутили. Ну да ладно, не будем затягивать ролик. Давайте перейдем на саму приставочку. Так, все там закачалось, я шнурок отключил. USB-шный смотрим, что у нас здесь. Поврежденные данные, но это, скорее всего, образ с Resident Evil. Его, видимо, куда-то в другое место пихать надо. Сейчас я подъяснюсь, и мы продолжим. Так, ребята, оказывается, что не все так же просто, да, там ISO-шку кинул в ISO-шку, и она заработала. Нет, делается это все по-другому. Чтобы играть в игры от PlayStation 1, у меня тут даже вот есть программка PSX, то PSP. Тут какую-то запускать, по-моему, вот эта вот штука. Да, тут выбираешь образ, выбираешь, куда сохранить файлы, имя игры, имя сохранено, Game ID, Save ID, всю эту фигню делаешь и, короче, сохраняешь. Но я этим заморачиваться сейчас не буду, просто у меня есть здесь уже все готовое. Я тут что-то играл давненько, вот Paradise Eve и Silent Hill.
Ну, давайте вот Silent Hill просто тупо вот так берем папочку, перекидываем. Ее надо было в Games перекидывать, потому что здесь, смотрите, какие файлики. Вообще появляется, ну, то есть после конвертации образа, PlayStation 1 образа получается и boot, файлик .pbp. А вот этот документ .dat, сюда можно добавить информацию. А какую хотите. К примеру, можно запихнуть прохождение игры. И будете листать там. Я вам покажу сейчас, как оно все это выглядит. Сейчас сохранится, скопируется. Мы перекинем ее сразу же в правильную папку. То есть поторопился и не туда закинул. Да, раньше немножко такой был геморрой. Это сейчас тупо закинул. Все, работает. Так, все. Отключаемся, переходим на сюда. Открываем, смотрим Digimax Portable 2 и Silent Hill. Так, вот эту вот херню удаляем. Опять тут ничего ни хрена не видно. Кстати, у меня есть вот эти вот компонентные тюльпанчики. Может быть, вам показать лучше с них обзор игрушек. Уже непосредственно с... Ну, давайте, к примеру, сейчас Digimax включу. Ну, удостоверимся, что работает вот этот не ISO образ именно, а образ сжатый. Потому что я помню, какие-то раньше заморочки были. Некоторые вот эти Digimax работали именно в сжатых вот этих образах CSO, а некоторые работали в ISO. Я помню, там заморачивался, мучился. Вообще игруха классная, офигенная. Хотелось бы, конечно, вам показать ее в нормальном качестве, не в таком белесом все отсвечивает, ни хера не видно, блин. Ладно, давайте пропустим. Да, кстати, игра на корейском. Выбираем. Так, имя пишем. Ой, где же тут буквы-то знакомые? DJ Кетсун будет у меня. Все. Старто. Эй, Енадото. Да. Yes. Профиль за registrated. Хотя корейцы с другим акцентом говорят. Да, тут ОСТ есть. Короче, кто в теме, тот знает. Типа как АМВ. О, здесь нету трехкнопочного. Ну, кстати, по-моему, 4 кнопки легче, чем 3. Ну, по крайней мере, удобно. О, прикольно. Кстати, сейчас есть на PlayStation 4. Надеюсь, YouTube не забанит тут, блин, меня за эти музыки всякие. Stay with my. Вот эту вот песню. Чё? Не. Кнопки так, круг применить, крест отмена. Ну, так же, как у япошек. Азиаты же, корейцы тоже. Вот. На PlayStation 4-то какая-то то ли ремейк вышел, то ли чё там, хер поймешь. Короче, на заднем фоне там прикольная AMV. О. Тут, короче, вот надо быстренько так фигачить все кнопочки. Ну, ритм игрушка, сами понимаете, что это такое. В определенное время нажимаешь определенные клавиши под крутую музыку. А если пропускаешь, то не есть хорошо. Ну тут прям так тут сделано четко. Когда пропускаешь, ты замечаешь что ты пропускаешь, в ноты не попадаешь. И херня получается. Тут под музыку подыгрываешь. Ну ладно, в общем, все понятно, да, с этой игрой. Давайте я, опять тоже, видите, кнопка X back, кнопка 0 Enter. То есть перепутаны кнопочки. По-моему, в Homebrew, в этом recovery меню можно было кнопки менять даже. Ну, зачем заморачиваться из одной игры, да? Давайте, наверное, я сейчас достану кабель, подключу все это к карте захвата и уже посмотрим в нормальном качестве. Ну, в принципе, на этом-то вся прошивка и закончилась. Все, у нас имеется приставка рабочая, все нормально. Карту можно поменять там на... Врать не буду, я не знаю... Я уже забыл, сколько лет это прошло уже.
какие карты поддерживаются, то есть по объему. И здесь в чем прикол, что карта памяти идет. Достану карту памяти, тут он вообще сбоку находится. Здесь карточка стоит Memory Stick Pro Duo, то есть соневская. Вот эти Memory Stick, они дорогие, нежели вот эти вот SD-карточки, которые сейчас популярны в моде, ну, везде используются, не то что модные, просто ходовые, так сказать. Они намного дешевле, поэтому есть у китайцев переходничок. Сюда обычно SD-карта вставляется, и вы пользуетесь. Лучше я советую вам, если вы хотите установить много-много-много игр, то и эмуляторов, и всякой фигни, и фильмов еще, и музыки накачать, то лучше, конечно, купить такой переходничок и SD-карточку. Там, не знаю, на 16 гигабайт или на 32 гигабайта. На 32, я думаю, оптимально будет. Но это уже сами по себе смотрите, по вашим, так сказать, вкусам, запросам. И будет вам счастье. Ну все, в общем-то, я все сказал, что хотел. Сейчас мы просто посмотрим на игрушки, которые я закачал. И буду с вами прощаться. Вот так вот выглядит захват меню. Но случился небольшой казус. При подключении по компоненту, оказывается, мне нужно на левый и правый канал аудио переходничок с RCA, то есть обычных тюльпанов, на джек 3,5 дюйма. Иначе никак. Ну, блин, у меня нет такого переходника. Я, конечно же, его давно уже заказал на Алиэкспрессе, такой душманский обычный, но он еще не пришел. Поэтому будем без звука. Как-то так. Давайте посмотрим сначала темы. Где здесь они находятся? Вот она у меня классическая. Вот смотрите, эти все стандартные печеньки. Классическая, исходная. А эти три у нас закачаны. Помните, я вам показывал, там в папочке валялись. Хотя превьюшки должны... А вот, Skull Candy. Вот какая. Говно, по-моему. Темы. Так, я не помню, перезагрузка будет, нет? Что вообще как-то зависло, да? Что-то непонятное. Непонятное произошло. Давайте попробуем другую. Исходная. Обои. Исходная. Ну, тут, по идее, все должно было поменяться. Можно цвет выбрать, либо ежемесячно менять. Так, Во. Хоть что-то поменялось. Может, реально нужно перезагрузить приставку? Смотрите. Во. Смотрите, плавненько как стало. Плавные переходы какие. А те две чуть не работали. Ну, хотя она мне не нравится, но пока оставим ее. Что это? Книжка какая-то, дискет. Давайте посмотрим. Ну, Silent Hill. Давайте Digimax посмотрим сначала. Я уже кнопочку X нажал. Без звука. Я, может, какую-нибудь музычку такую легенькую добавлю, чтобы не скучно было смотреть. Да, к сожалению, вот так вот получилось. Пропустим все эти загрузочные штуки. Я тут по-быстренькому. Да, видите, экран сразу уменьшился. Это сама PSP так делает. Даже если вы к телевизору ее подключите. Lady Maid Star. Ну, в общем-то, такая же картинка примерная будет. У меня идет, ну, я играю, я смотрю через карту захвата, у меня задержка там, я не знаю, секунду, наверное. И надо мне заранее нажимать кнопочки. В общем, такая ритм-игрушка. Под музыку все шлепаешь, сзади клепачок прикольный идет. Ну, в общем, как-то так, да? Всякие кавайняшки прыгают. И давайте Resident Evil запустим. Это у нас, как помните, образ PlayStation 1. Помните, что у нас стоит дополнительный плагин, Pops Loader, по-моему, если не ошибаюсь, называется.
И если удерживать клавишу, ну, правый shift, боковой вот этот, и запустить игру, то появится возможность выбора ядра. Давайте попробуем. Сколько ее держать надо? Я до сих пор держу ее. Отпустил. И что-то, по-моему, все зависло нахрен. Ну, как обычно, в общем, ни хрена не заработало. Поэтому вот я не люблю вот такие вот всякие простяцкие сборочки. Лучше самому накачать плагинов, каких тебе надо именно под ту прошивку, которую ты установил. Что здесь сведения? PAL M5. Ага. Это, кстати, Silent Hill с прикольной этой, как его, с офигенной, хотел сказать, офигенной озвучкой, но офигенным русским переводом, локализацией. Там, по-моему, от consolegame.com или ru, что-то такое. Ну, у них самая такая отличная локализация, все четко переведено, шрифты все аккуратненькие, все читабельно, все без всяких тупых сокращений, кривых букв и бессмысленных фраз каких-либо. Вот, так что проще самому скачал прошивку, установил, под нее уже накидал все плагинов нужных, которые тебе именно нужны будут. Кстати, у меня какой-то еще плагин был, он отображал батарею в процентах, а не в графической шкале такой. Не понял, что он вообще сейчас не хочет запускать Silent Hill. Короче, после этого запуска с зажатой клавиши R, то есть правым шифтом, в шпе какая-то ерунда произошла, я уже и тему убрал, и... В общем, этот плагин Pops Loader, опять же, повторюсь, может быть, я что-то делаю не так, хотя навряд ли. Ну, какой-то кривой, по ходу дела. Потому что я нажал R, запустил, и ничего не произошло, оно у меня тупо виснет, и потом выключается. Я, кстати, вам не показал VHS меню. Оно выглядит так. Здесь можно, вот, кстати, драйвер ISO M33, типа самый крутой. Ну, такой распространенный, все поддерживает. И можно менять Sony NP, там 9660, вот Inferno есть. Это типа такая штука, если у вас игрушки будут неправильно идти или вообще не загружаться. Вот, ну что тут вот, выключение, режим ожидания, перезагрузка, сброс меню. Короче, заходим в recovery. Тоже такая штука интересная. Только не говори, что ты recovery не показываешь Да, по ходу поддержки вывода на ТВ нету в recovery. О, я, наверное, уже затрахал свой PSP. В общем, recovery он не записывает. Да, нету, короче, захвата вот этого видеосигнала с recovery меню. В общем, когда вы выйдете нажимаете Select, появляется VSH меню, нажимаете крестик, заходите в recovery меню, там будут параметры плагина. Выберите их и увидите в списке Pops Loader. И нажимаете крестик, либо влево-вправо, отключаете. Справа там положение будет включено, написано прям словами русскими, и выберите параметр выключено. Все, кругляшком выходите, там либо перезагрузка, либо выключение, либо просто выход из recovery, и все, будет нормально работать. Я не знаю теперь, как вернуть все как было. У меня этот Pops Loader что-то по ходу дела накернился, этот плагин, я не знаю, может, он какие-то данные куда-то прописал на запуск именно вот этого Resident Evil Silent Hill. Кстати, Данила, если смотришь видос, подскажи, ты же... Ты же чаще используешь PSP, чем я. Я тут уже не знаю, хрен знает сколько лет не играл, может, года 2012 или 2013. Вот, да. Ну, пока тут звука, да, нету, к сожалению, нету. Но игра вот идет. Нормально все ролики он показывает. А если зажать кнопку, просто нажать кнопку Home, у нас будут тут настройки небольшие. Можно подстроить контроллер, вот тут выбрать кнопки. Ну, тут уже... Ух ты. Вот специально можно самому забубенить. Понятно. Порты, потом управление memory card. Прикольно сделали такую менюшку. Выбираешь, удалить, импортировать, экспортировать. Что там? Ну, все понятно.
Другие настройки, вот режим экрана, к сожалению, нельзя выбрать. Наверное, из-за того, что стоит захват этого изображения через, вывод изображения через этот кабелек. Если использовать сам дисплей, там, по-моему, соотношение сторон растянуто 16 к скольки там, к 9, да, или 4 к 3 соотношение сторон. Вот, регулировка уровня черного там, плюс-минус, да. Громкости. Громче. И скорость загрузки диска. Раньше в приколюх еще было, можно там смену дисков, еще такая настроечка была. И помните, я вам говорил, вот эти файлики, дата находились с ебут. Вот, короче, это с прохождением. И фишка в том, что вот вы листаете, да, прохождение туда-сюда, допустим, остановились где-нибудь на странице, к примеру, эдак. 15, да, что-то по-английски написано. Кругляшок нажали, выйти там, поиграли, да, даже вышли. О, это так и должно быть? По-моему, нет. Так, вот мы можем ходить, можем бегать, и все, пока что. Это... Даже если вы сейчас закроете игру, выйдете из нее, выключите приставку вообще полностью, потом включите, опять запустите эту игрушку, включите руководство, и у вас останется все на той же странице. Да, я уже проверил, оно так и есть. Очень удобно, если вы, к примеру, читер. Шучу, конечно. Помощь такая в прохождении, допустим, игры какой-нибудь. Очень удобно, я бы так сказал, чтобы не тянуться к компу, к телефону, там какие-то дополнительные моменты читать, ютубчики всякие смотреть. А тут чисто справочкой обратился, почитал, так посмотрел. Вон она как она, и вот эта загадка-то с птичками решается-то. Ух ты, это я нажал старт, по ходу дела. Да. Выход, наверное, на треугольник. Карты у него, походу, нету, да? Нет карты этого места. В общем, все работает, все классно. По поводу попслоудера не забудьте, пишите, кто знает, в чем может быть проблема. Я хочу его включить, чтобы было. Да, я такой. Все, с вами был Кацунеку, еще услышимся. Джане.